Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня у нас урок по елочкам. Покажу вот такую елочку, как делать, что использую, как использую и, конечно, как работать. И если досмотрите видео до конца, конечно же, можете написать, какую же из следующих елочек вы хотите, чтобы я сняла урок. И также по многочисленным просьбам совсем скоро будет плетение сумочки, будет более подробный урок, будет темный фон, чтобы все было видно. И, конечно, покажу несколько новых схем. А сейчас приступим. Для работы я буду использовать конусы, которые мы с вами делали в предыдущем видео. Это пластик от заготовок, от коробок, где продаются елочные игрушки. Мне понадобится обыкновенный клей ПВА, нитки вязальные. Для декора у меня будет вот такое кружево, стразы, клей, кисточка и тарелочка с водой. Ну и, конечно, ножнички. И начну работу с того, что вот у меня здесь немного воды и клей. И все это дело смешаю. Сейчас покажу вам, какая примерно консистенция должна быть. Так как я сегодня буду делать несколько елочек, то я смешаю все, что у меня здесь есть. Вот я прямо выливаю и начинаю все это дело смешивать, чтобы довести до такой однородной массы. И все смешиваю. Вот у меня получилась вот такая вот масса. И для работы можно использовать любые вязальные нитки. Сегодня я буду использовать вот такие, но в будущем покажу вот такие. Тоже очень интересно получаются елочки. И также вот такие еще декоративные тоже будут сверху. Я взяла заготовку, взяла маленькую, чтобы быстрее было показать. И чтобы никуда ничего не ускользало или не ждать, пока все приклеится, я беру небольшой отрезок скотча и вот так на край подклеиваю. И остальное подгибаю внутрь. И теперь можно начинать работать. Я просто беру вот так, обмазываю конус. И начинаю подклеивать. Если где-то клей ушел, можно добавить. И вот здесь первый ряд я оставлю немного, чтобы все подклеилось, чтобы перейти на второй. Ну вот, немного уже держится. И теперь я начинаю вот так промазывать уже все, что выше. И подклеивать. Вот здесь то, что отошло, не надо пугаться. Вот постепенно я вот так кисточкой все пододвигаю. И продолжаю работу. Это ничего, что много клея. Клей, когда высохнет, его не будет видно. И вот пока что вот просто вот так обворачиваю все. И постепенно вот так продолжаю работу. Все пододвигаю вниз, чтобы здесь у меня все было закрыто. И продолжаю работу. В процессе работы вы уже будете чувствовать, сколько наносить клея. Некоторые смачивают именно саму вот эту нить в клей, но тогда все руки грязные и неудобно работать. Вот так я пододвигаю все. Вот здесь до конца надо все пододвинуть. И продолжаю работу. Ничего сложного. Вот что у нас получается. Стараемся, чтобы ничего не было видно. Именно в этой елочке надо все вот так вплотную пододвигать. Если делать другие, там можно намотать несколько слоев, то там это не совсем вот это важно, а именно в этой модели важно вот именно так сделать. Поэтому вот так постепенно продолжаем работу. Ничего сложного. Вот вы видите, что получается. И когда у нас уже тут немного все закрепилось, вообще становится очень легко работать. Вот я наношу здесь клей и теперь кисточкой пододвигаю саму нить.
Вот вы видите, все получается аккуратно. И продолжаю работу. Ну вот я уже больше половины сделала. И чем хороши эти конусы? Во-первых, они крепкие, стабильные. И вот я работаю, да, я подклеиваю все именно и к конусу, и все вот эти нити склеиваются между собой. Как-то был у меня вариант, что я просто вытащила конус, и елочка вот такая совсем легкая, именно только вот эти склеенные нити и остались. Поэтому вот и также хорошо, что конусы эти сделаны из упаковок, которые обычно продают елочные игрушки, вот эти прозрачные. Я их не выкидываю, а делаю вот такие заготовки. В предыдущем видео я оставлю ссылку, покажу. Вы сможете посмотреть, как я это делаю. Ну и, конечно, если надо будет, то сделаете. И рукодельницы делают запасы, я в том числе, поэтому у меня уже их около 30 штук, поэтому буду показывать новые модели. А сейчас продолжу работу. И чем ближе к верхушке, тем становится сложнее вот это все держать. Но так как здесь у нас конус чистый, вот так проворачиваем пальчиками, и все у нас тут чисто, не пачкаемся. И продолжаем работу. Теперь я держу конус с другой стороны, и тут просто вот так намазываю достаточно клея, и вот так несколько раз прокручиваю, и все пододвигаю. И вот у нас все тут закрывается. Снова промазываю, 2-3 раза прокручиваю, и все пододвигаю. Чем ближе к макушке, немного становится сложнее работать, но все же все возможно. Вот я прокрутила один раз, пододвинула, снова все тут пододвигаю, и вот так двигаюсь вверх. И сейчас покажу, как делать макушку. Но прежде чем ее делать, вот надо немного дать подсохнуть, так как мы будем кончик ниточки засовывать вот сюда вовнутрь. В первом уроке я показывала, зачем я оставляю вот тут маленькое отверстие. Это именно вот для этого. Дошла до сюда и немного оставляю закрепиться. Немного закрепилась, и теперь я оставлю немного вот этой ниточки и лишнее отрежу. Замазываю кончик. Так, лишнее уберу. Теперь елочку вот так поставлю. Сейчас посмотрю, может быть, даже еще чуть-чуть обрезать надо. Вот. Теперь я беру пинцет. И вот этот кончик я засовываю вовнутрь. Вот туда. Беру еще немного клея и все это дело заклеиваю. Даю закрепиться, и теперь у нас ничего не распустится. Все у меня готово, и теперь отправляю на просушку. Примерно это 12 часов. Следующая елочка у меня вот такая. Чтобы создать разную фактуру, можно смешивать разные материалы. И здесь, вот как я уже показывала, будет вот еще вот такое вот полотно, такая нить добавлена. Поэтому я также беру 2 нити, небольшой отрезок скотча. Сейчас закреплю сначала нити. И вот так под низ. Все закрепила, и теперь продолжаю работать. Здесь нити можно скручивать, можно их просто укладывать, как они идут. Это уже кому как нравится. Вот я немножко буду подкручивать их. Немного сложнее работать, так как 2 нити, и не всегда все держится.
Но ничего страшного, можно закрепить первый ряд и затем спокойно продолжать работу так же, как я показывала. Я дам закрепиться и вернусь к вам. В этой модели елочки я буду прокручивать несколько раз. Здесь не обязательно укладывать прямо все точь в точь, так как я буду несколько слоев наносить, вот как здесь, и получится вот такая интересная структура. Поэтому я просто наношу клей. Здесь уже беспорядочный такой хаос немножко, но именно этот хаос и придает такую интересную фактуру. Здесь я пройдусь один раз, вот так немного прокручиваю, время от времени пододвигаю, и затем, когда немножко все закрепится, пройдусь еще раз. Вот что-то вот такое получается. Ну вот вы видите, я прохожусь еще раз, наношу клей, немного придерживаю пальцем, чтобы не соскальзывало, и подклеиваю. Если где-то у меня какие-то вот такие видные места, я могу вот нанести клей и еще раз вот спуститься. И вот так постепенно заполняю все, что мне надо. Вот что получается. Когда я прохожусь второй или третий раз, то я уже так много клея не добавляю. И вот эти все пушистики, они вот прямо вот видны. И продолжаю работу. И также у меня поступило одно предложение от девушки. Можно вот эти между лентами, между нитями не заполнять до конца, чтобы были пробелы. И затем сюда поместить свечку искусственную, которая горит на батарейке. И это все будет просвечиваться, будет очень красиво смотреться. Ну вот я намотала немного, и сейчас вот прямо вот таким слоем нанесу клей. Достаточно много. И теперь возвращаюсь назад, прокручиваю немного и заполняю вот эти места. Вот вы видите, как побыстрее все идет. Вот здесь мне немножко не нравится, вот здесь. И теперь снова возвращаюсь наверх, располагаю вот нить, вот как она вот идет, чтобы заполнить пустые места, и немного прокручиваю. Можно в одну сторону, можно в другую. И продолжаю работу. И в Инстаграм я уже показывала, как закрепить нитку, если вдруг вам надо куда-то отойти или что-то сделать. В общем, чтобы это все не распустилось. Вот, например, идет вот так. Поближе подвинем. Идет нить, и вам надо куда-то отойти. Это можно сделать и посередине, и наверху. И делаем обратную петлю. Вот так. И одеваем на край. И затягиваем. И уже никуда ничего не убежит. Оставляем сохнуть. И когда дошли до макушки, делаем то же самое. Отрезаем чуть-чуть. Оставляем. Вот здесь наносим клей. И теперь я вот так скручиваю все это. И пинцетом вот сюда. Тут две нити, немного сложнее, но справиться можно. И вот так прокручиваю, чтобы создать макушку. И оставляю сохнуть. Если у вас вдруг остался клей, то, конечно, мы ничего не выкидываем. Я обратно заливаю в бутылочку. И можно использовать до следующего раза. Отправляю все сушиться. И на сегодня все. А завтра встретимся в новом уроке. Будем делать декор сразу 3 елочек. Покажу, как обработать кружево, задекорировать.
Вот эта елочка самая простая. Можно даже оставить как есть. И покажу, как сделать вот такой декор из пайеток. Можно использовать любые другие пайетки, стразы и камни. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.